Привет, друзья! Я сижу с Артуром Габлаком Костенко в лобби отеля в Эстине, где мы живем. Артур только что приехал, прилетел. И, Артур, расскажи, как удалась для тебя поездка? Все ли хорошо прошло? Всем привет, уважаемые зрители канала Нави. Да. Туда же интервью пойдет в Все первую очередь, верно. правильно? Перелет был хороший. До Амстердама в Альве купили мне бизнес-класс. Поэтому отлично позавтракал, долетел до Амстердама, там маленький довольно перерывчик в течение часика, лишний посидели, зарегистрировались на рейс, летел я с Версутой и еще с Дубравиным Женей. Полетели дальше. В самолете посмотрел 4 фильма. Каких фильмов? Разные какие там были, те и смотрел. Знаешь, я Там посмотрела... выбирать особо не приходится. Такое небольшое отступление. В самолете был фильм о детях, которые болеют болезнью прогерии. Это у них атрофируется, я даже не знаю, кости, они не могут Я расти. таких ужастиков не смотрю. Это было страшно, и я посмотрела 10 минут, выключила. Ну ладно, разговор не об этом. Вообще, как тебе ощущение быть здесь? Любишь ли ты Америку и какие у тебя ощущения, знаешь, предвкушения перед International? Люблю ли я быть здесь? Конечно, люблю. International — это всегда самое такое крутое мероприятие, годовое, самый классный турнир в Альве. Очень большие молодцы, из года в год стараются все больше и больше. В этот год все 20 дней будут проходить уже на одном месте, командам не придется ездить. Помимо этого, в этом году у каждой команды есть индивидуальная комната для буткемпа, 24/7 ребята могут спуститься, причем у некоторых команд это непосредственно к номеру двойные номера, там ФНГшка говорил, может дверь открыть и пойти уже за компьютер сесть, тренироваться. По поводу Америки тоже все здорово, конечно, уровень жизни намного выше, чем у нас, это заметно. А мог бы ты переехать жить в Америку? Вообще любишь? Переезжать сюда жить можно только в том случае, если уже вот пригласят на работу, как-то обеспечат жильем. А если бы вот у тебя было все необходимое для жизни, то есть деньги тебе не заботят, ты бы остался жить в Украине или куда-то бы двинул? Вообще я люблю Украину. Это все равно родная земля, родная страна, как ни крути. Даже несмотря на то, что и в Европе, и в Америке все кажется намного лучше, намного комфортабельнее, домой я каждый раз возвращаюсь с большим удовольствием. Давай смоделируем ситуацию. Представь, что ты не на International 5, а на International 2025 года. Как ты думаешь, как он выглядит? Где он проходит? Все тот же Вестин, да? Все тот же Сиэтл. Вот как ты думаешь? Даже, Не давай, знаю, это я далеко заглянула. Давай лет через 5. Я думаю, будет это все равно где-то рядышком, потому что вот в Бельвию рядышком с Сиэтлом находится главный офис Вальва, и они сами говорили, что им здесь организовывать намного удобнее. Они могут спокойно забронировать все, что им нужно заранее, устроить все идеально в техническом плане и так далее и тому подобное. Возможно, будет еще круче, хотя вот с каждым годом уже последние несколько лет нареканий не может никаких быть. И то Valve идут навстречу постоянно игрокам, и любые их пожелания воплощают в жизнь. А как думаешь, что будет с призовыми? Сейчас невероятно огромный призовой фонд. Как ты думаешь, будут ли они дальше продолжать вот эту вот систему, когда игроки поддерживают его? Систему будут продолжать 100%. И в этом плане, опять-таки, хочется отметить, они с каждым годом придумывают новые хорошие маркетинговые ходы по поводу развития этого самого компендиума. Сначала были просто компендиумы, потом были компендиумы с какими-то там дополнительными мортальными вещами за уровни. Люди это все покупали. В этом году мы уже видим то, что можно левела покупать на этот самый компендиум. И больше вот этих целей, которые открываются. И хватает людей, которые хотят получить все и готовы поддерживать таким образом турнир. Я думаю, Valve на этом не остановится. В следующем году увидим еще что-то новое, и призовой будет еще больше. А ты не думаешь, что компендиумы вообще себя изживают уже? Здесь компендиум как таковой, ну, во-первых, они большие молодцы, еще раз повторюсь, то, что делают действительно большое количество классных вещей.
А во-вторых, изжить это себя не может, потому что хватает людей, которые действительно любят игру. И это их способ поддержать комьюнити, поддержать вот игроков, своих любимых команд и так далее. Хорошо, давай, знаешь, такое сделаем флешбэк. Расскажи вообще за весь год, вот после TI, обычно у нас делится Dota мир, я не знаю, делится как в школе. До International, после International, с 1 сентября начинается новая эпоха. И вот как для тебя проходило время вот после первого International? После первого? После последнего International. После этого и до. Приехал после 4-го International, был здесь в качестве тренера Нави в том году. Создал команду, там, общался индивидуально со всеми игроками. Команда показала какие-то хорошие результаты на тот момент. Вступили в состав Virtus.pro. Потом все, в принципе, шло неплохо. Пригласили в Нави, перешел в Нави. Ты верил в этот состав? Немного. Какой? В Нави. Почему ты перешел? У вас все хорошо было в NVMI? Там Virtus.pro. было все не совсем гладко, скажем так. Была одна проблема на тот момент, от которой вот так получилось, что ушел. Да и плюс здесь, в принципе, все люди тоже знакомые были в Нави. И хорошо со всеми общаюсь и до сих пор. Ну, поиграл в Нави, не заладилось, откровенно говоря. Не подошли друг к другу, постоянные смены в составе, там отсутствие нормальных тренировок на тот момент, но все как-то наложилось на одно, и ну и вот, потом ушел. Ты создал команду For Anchors, For Clevers и Leprechaun? Это уже такое было, это было чисто for fun, можно так сказать, перед квалификациями. Ну, как бы это была команда... много мы не тренировались. Создали команду, поиграли, разошлись. Все. Вы создавали с целью, грубо говоря, попробовать себя попасть на International? Да нет, цели как таковой даже не было. Все объективно понимали, что инвайт само собой не светит. Инвайт на квалификацию очень вряд ли. И потом, когда анонсировали, там, что будет в этом году впервые открытая квалификация на 1000 с лишним команд, я уже с другим составом тогда играл, потому что там уже не пошло, и ребята там кто на отдых, кто куда. Просто сыграли эту квалификацию. Лично я закончили выступление там в топ-4 этой открытой квалификации. Не сложилось. Я сильно не расстроился, потому что чтобы ехать на такой турнир, как International, надо иметь серьезный боевой состав, с которым ты будешь тренироваться минимум несколько месяцев, если ты хочешь на что-то претендовать. Но ты собираешься продолжать дальше свою профессиональную карьеру дотера? Ой. Что? Сложный вопрос? Посмотрим. Там много комментариев было, там, вот, все, уходи уже, хватит тебе уже играть, чего ты играешь. Я не могу сказать, что я уделяю сейчас игре действительно много времени, но я вроде ничего места не занимаю, там, собираю состав с какими-то молодыми ребятами, которые хотят со мной поиграть. Получается, не получается, ну и ладно. Какой-то там суперцели. Ты делаешь потому, что ставлю. Это нравится тебе? Да, мне нравится игра, я поигрываю периодически, почему нет? Вот на этом ивенте впервые я буду в роли медиа-составляющей. Аналитик или комментатор? Там и там, думаю, буду задействован. Ну вообще, нравится ли тебе быть в этой роли? Ну, это что-то новое для меня, пока оно новое, и пока есть чему учиться, да, нравится, Челлендж. как и любое дело. Да, понятно. Ну, хорошо, давай поговорим о командах, которые здесь присутствуют. Вообще, что думаешь о текущем The International? Кто сильный, кто слабый, кто покажет себя, кто не покажет? Ну, это трудно предсказывать, потому что Трудно. за месяц уже до International мы не видели, почти не видели официальных игр участников команд. Кто себя покажет? Не могу вообще ответить на этот вопрос. Это можно как-то спрогнозировать после первого-второго дня групповой стадии.
посмотреть на команды, и тогда можно будет что-то сказать. И то, опираясь на прошлый год, если вот взглянуть в прошлое, команда Ньюби еле-еле выкарабкалась с группового этапа и выиграла турнир. Мы можем ожидать такое, да, на этом интернешнале? Да, конечно, почему нет. Я думаю, все команды готовились, кто-то больше, кто-то меньше. У кого-то там были несколько месячные буткемпы, у кого-то там пару недель. Все должны были приехать подготовленные, с какими-то наработками, с какой-то идеей на турнир. Возможно, эти идеи не будут сразу вбрасываться в групповую стадию, потому что в этом году все 16 команд проходят в основную стадию. Там, я думаю, без сюрпризов не обойдется. Хорошо. Смотри, когда комьюнити узнала, что тебя не пригласила Valve, поднялся огромный кипиш, ты очень полюбился комьюнити в качестве аналитика, комментатора. Что ты чувствуешь об этом? Вообще по этому поводу? Спасибо большое комьюнити, кто поддерживает. Спасибо большое даже тем ребятам, которые критикуют, но не критика из разряда там. Понятно. Конструктивная. Да, конструктивную, адекватную критику я читаю более-менее все ресурсы, все порталы, проглядываю. Понятно, я сам осознаю, что я не могу это делать на высшем уровне, потому что это действительно для меня новое. Стараюсь исправляться потихоньку и стараюсь прогрессировать в этом направлении. Это круто. Нам иногда не хватает таких хороших профессиональных аналитиков, чтобы люди могли объяснять нам, нубам, как и что правильно делать, когда. И вот с точки зрения вот такого профессионализма игрового, я думаю, ты очень хорошо вошел в наш состав аналитиков. Спасибо. Ну, сейчас, если мы посмотрим и в русской студии, в русскоязычной, и в англоязычной студии, и в китайской, азиатской студии задействовано очень много экс-про игроков, которые для этого и нужны, собственно. Потому что комментаторы, которые передают в первую очередь эмоции, у которых вот поставлена уже дикция и так далее, они не могут иметь такого глубокого познания игры. Для этого нужны такие люди. Конечно, все надо комбинировать, совмещать, да. А что думаешь по поводу мейджоров? Я, если честно, не сильно осведомлен в этом всем. Я знаю, что вроде как в следующем году будет 4 мейджора, да, 3 и сам International. Да. Что Valve будут вот сами уже брать все в свои руки. Я считаю, это хорошо, потому что последние годы, вот последний именно год, началось это еще в прошлом, но последний год вот проблема уже всплыла на поверхность, уже ее видно было невооруженным глазом. Появилось слишком много конкурентов, которые все хотят проводить турниры. И при этом вот эти все студии, нельзя сказать, что проводят турниры очень качественно. То есть до уровня проведения Valve они не дотягивали, там, никто даже близко. И помимо этого они заставляли команды вот участвовать, загоняли их постоянно в неудобные рамки, плюс были там проблемы и с выплатами и так далее и тому подобное. И из-за этого, соответственно, начал в какой-то момент падать интерес к доте, потому что стримов слишком много. Каждый день ты можешь посмотреть игры вот этих топовых команд. И они играют на 5 турнирах параллельно в онлайне. И одни и те же пары. Даже пропадает интерес уже теряется. Если будет поменьше турниров, если Valve начнут запрещать проводить их всем подряд и начнут еще сами проводить вот такие вот крупные турниры, и насколько я знаю, у них еще в планах есть запретить менять составы в командах, там от ивента до ивента, или я не знаю точно, как это еще будет, то это будет здорово, потому что, возможно, конкретно Dota дисциплина в киберспорте выйдет на новый уровень, будет там какие-то трансферные сезоны, будет там подготовка еще более надлежащая, будут межсезонья, и это хорошо, потому что я могу сказать, что я вот в этом году, может быть, благодаря, как ни странно это звучит, тому, что не попал на International, смог наконец-то съездить хотя бы отдохнуть. Потому что до этого ты играешь, у тебя один турнир заканчивается, новый начинается.
И нету даже времени банально вот как-то 2 недельки выкроить, потому что пропустишь ряд инвайтов, и это скажется в дальнейшем на получении, возможно, тех же инвайтов напрямую или инвайтов на квалификации на главные ивент-голы. То есть получается, у игроков вроде бы и будет побольше свободного времени для практики, но с другой стороны, вот эти мейджоры будут каждый раз подстегивать, тренироваться больше и больше. Возможно, мы увидим более интересную Я доту. надеюсь на то, что будет из разряда вот 2,5 месяца активной игры, и после каждого мейджора, может быть, у игроков будет там по недельке 2 выходных, потому что это действительно необходимо. Да, хорошо. Хорошо, мы, наверное, будем заканчивать интервью, потому что ты с дороги, наверное, уставший, да, и уже вечер поздний, очень поздний, 8 утра, но если ты встаешь в 5, это уже поздно. Хорошо, у нас по традиции, хочешь ли ты сказать напоследок, что-то передать приветы фанатам, друзьям? Передаю привет всем фанатам, спасибо всем, кто поддерживает, передаю привет друзьям, маме привет. Мама смотрит интервью твои? Думаю, посмотрит. Хорошо. Привет маме и до скорых встреч. Пока. Спасибо.